Всем огромный привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой кулинарный канал. Сегодня моя самая дорогая, любимая турецкая подруга готовит для вас фасоль по-турецки на зиму. Пойдемте к ней на кухню, будем вместе с вами и с ней готовить. Мы с Алексеем уже попробовали эту фасоль на нашем мукбанг-канале. Это безумная вкуснятина. Все дело, как оказалось, в специях. Обязательно смотрите рецепт, а также переходите на наш мукбанг канал, ссылочку оставим вам внизу в описании под этим видео. Дегустируйте вместе с нами и готовьте тоже вместе с нами. Также, кто еще не знаком с нашим семейным каналом, все эти замечательные рецепты мы снимаем из Турции. Переходите, знакомьтесь, ссылочка, как всегда, внизу в описании. Добро пожаловать, будем рады видеть каждого из вас. Ну а сейчас пойдемте к моей турецкой подруге на кухню, мы вам подробно расскажем, как приготовить турецкую фасоль на зиму. Мы начинаем. Ну что, друзья, сегодня готовим у наших турецких друзей для вас очередную консервацию. Готовить наша подруга будет фасоль. Турки очень любят фасоль. Здесь уже подготовлено 1,5 килограмма фасоли. Фасоль, значит, очистили, хвостики удалили и нарезали примерно по 2-3 сантиметра в длину. С помидоров сняли кожуру. Помидоров у нас примерно 1 килограмм. 300 грамм красного болгарского перца, тоже удалили семена, перегородки, плодоножку, все удалили, все в очищенном виде. 300 грамм перца и 500 грамм лука, лук тоже в очищенном виде, также примерно 100 грамм чеснока. Сейчас наша подруга подробно покажет, как турки готовят фасоль на зиму. Подруга наша показывает, как она режет фасоль. Вот так на весу ножом наискосок режет. Длина фасоли примерно 2-3 сантиметра. Теперь режем перец. Значит, берем половинку перца, разрезаем сначала на такие полоски. Не обязательно это делать на весу, можно воспользоваться доской, но наша подруга режет вот так. Нарезали на полоски, затем эти полоски измельчаем кубиками, получается кубики стороной примерно 5 миллиметров. Перцы подруга наша уже нарезала, перешли к чесноку. Чеснок мы просто делим сначала на полоски, вот так, раз, два, крест-накрест, и режем на мелкие кусочки. Все, друзья, чеснок подруга наша весь нарезала. Теперь приступили к луку. Лук нам необходимо нарезать кубиками, но поскольку подруга наша будет использовать миксер, сейчас чуть позже покажем ручной миксер для нарезания кубиками, поэтому она сейчас подготавливает и вот такими крупными дольками нарезает лук. Вот такой у подруги ручной миксер. Лук теперь помещаем в ручной миксер. О, достаточно вместительный, видите, весь лук поместился. Закрываем крышкой. И вот такими движениями получается измельчить лук до состояния кубиков. Все, измельчили до нужного нам состояния. Если делать это вручную, то, соответственно, луковицу пополам, затем прорезаем на полоски, а затем прорезаем поперек на кубики. Как на пельмени мы режем обычно лук. Теперь нарезаем помидоры. Тоже подруга нарезает, смотрите, как интересно. Держа на ладони, сначала делает прорези, а затем поперек и тоже все нарезает на весу. Вот таким образом. Зажигаем газ, наливаем масло. И по всему оливковое. Согреется масло, лук начнет жариться. Лук отправляем в сковороду. Накрыли крышку, периодически открываем, перемешиваем. Прошло 5 минут, добавляем чеснок, томатную пасту. Закрываем крышку. Перец болгарский. Прошло буквально пару минут. Прошло еще пару минут и пошла фасоль. 2 кубика бульона. Но бульон мясные. Добавляем сахар и томаты нарезанные. Закрываем крышкой, засекаем время. Прошло 11 минут. Toz kişniş, karabiber, zerdeçal, tatlı toz biber, kimyon, fesleğen, kuru fesleğen. Прошло 12 минут. Все,
Все, друзья, после того, как мы закинули томаты, прошло у нас 15 минут. Сильно долго уваривать не будем, чтобы фасоль не была слишком разваристая и мягкая. Вот этого достаточно, все. Теперь салат наш отправляем в стерилизованные банки и закатываем. Вот такой аппетитный, замечательный салат по-турецки на зиму у нас получился. Банки наша подруга стерилизовала в духовке при 160 градусах. С момента, как духовка разогрелась, в течение 15 минут подруга стерилизовала банки. Что касается крышек, то их она кипятила в сотейнике в течение 10 минут после закипания. Немного масла наливает сверху и потом закрываем крышкой хорошенько и переворачиваем. Вот так продолжаем до тех пор, пока у нас не закончится салат. Заполняем так, чтобы и жидкая составляющая нашего салата, и густая попала все в банку равномерно. Далее перекладываем воронку на другую банку, а оливковое масло немного заливаем и закручиваем. Хорошенько закручиваем, переворачиваем вверх дном. И продолжаем процесс, пока не закончится полностью салат. В итоге у нас получилось 5 660 мл банок. Закрываем теперь полотенцами и оставляем при комнатной температуре прям вот так на столе до полного остывания. Все, друзья, готово. Кому понравилось, ставьте обязательно лайк. Чуть позже я вам еще покажу, как этот салат аппетитно выглядит. Итак, друзья, посмотрите, вот такая красота у нашей подруги получилась. Очень аппетитно выглядит. Нам с Алексеем уже не терпится попробовать этот салат на нашем мукбанг-канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео, если вам понравилось, ставьте подруге нашей турецкой, пожалуйста, пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания, а также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.